Всем привет, друзья! Вы на канале Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре драм-машина Behringer RD6. Данная драм-машина является клоном легендарной роундовской 606 драм-машины, но Behringer подошли к этому творчески, как они это часто делают, и добавили несколько новых фишек в эту драм-машину. Но на самом деле она весьма достоверно воссоздает звуки старой 606 драм-машины. Давайте сейчас для начала послушаем отдельно каждые звуки. Здесь у нас есть 8 инструментов, 8 голосов. И давайте начнем, естественно, с бочки. Теперь перейдем к малому барабану. Дальше послушаем низкий и высокий томы. Теперь послушаем клэп. И послушаем открытый и закрытый хай-хэт. Ну и последний звук — это звук тарелки. Почти у каждого звука есть своя отдельная ручка громкости, за исключением нижнего и верхнего тома. У них общая ручка громкости, открытого-закрытого хай-хэта, тоже общая ручка громкости. И клэп и тарелка, то есть цимбал, они также на одной общей ручкой громкости. Также у нас здесь есть отдельная ручка акцента, при помощи которой можно некоторые ступени акцентировать. Давайте посмотрим сейчас, как это работает. Давайте включаем хай-хэт. При помощи вот этой ручки мы выбираем в режиме секвенсора тот инструмент, который нам нужен, вот в данном случае хай-хэт. Также вот эта ручка, она у нас переключает режим play и write паттерна, то есть сейчас у нас в режиме записи паттерна. Все это дело выбрали. Вот у нас хай-хэт. Теперь мы выбираем дорожку акцента и опять-таки нажимаем play и выбираем те ступени, которые мы хотим акцентировать. Ну вот они уже здесь выбраны. Давайте еще несколько различных ступеней выберем. Теперь при помощи вот этой ручки акцента я добавляю непосредственно саму интенсивность акцента, саму громкость. И хочу сказать, что акцент работает одновременно на все дорожки. То есть не только на дорожку хай-хэта, а вообще на все. То есть если мы сейчас выведем целиком наш паттерн, то выбранные ступени наши будут акцентироваться на всех голосах. Ну и продолжим разговор про секвенсор. Здесь он, в принципе, точно такой же, как и в оригинальной версии, легендарной 606 драм-машине. Он достаточно такой странный и несовременный, но тем не менее, чтобы записать какую-то партию инструмента, мы, собственно, его вот выбираем, как я уже сказал. Давайте выберем клэп. Кстати, клэп у нас здесь под номером 6, и на одной ручке здесь у нас либо клэп, либо тарелка. То есть вот этим переключателем нам надо еще выбрать то, что нам нужно. В данном случае клэп. И мы можем записать партию любого из инструментов двумя способами. Первый способ — нажимаем play и ставим триггеры на секвенсоре. И второй способ — это вручную. Опять-таки в режиме play мы можем нажать вот на эту кнопочку, которая позволит нам прямо вручную проиграть ту партию, которую мы хотим. Также в каждом паттерне у нас есть две ячейки, которые переключаются при помощи вот этой кнопки. Сейчас у нас первая ячейка, можно включить вторую.
И в них записываются два различных варианта одного и того же паттерна. Ну, в принципе, можно и абсолютно разные паттерны записать. Ну, давайте послушаем. Также у нас есть вот этот вот переключатель, отвечающий за различные ритмические деления. Но, к сожалению, это достаточно простая драм-машина с простым секвенсором, и полиритмов, полиметров здесь сделать нельзя. Ритмические эти деления, они распространяются также одновременно на все дорожки. Вот сейчас у нас по умолчанию 16-е стоят. Можно поставить триоли. Можно поставить 32-е. Можно поставить триоли. И 16-е триоли. Причем я хочу подчеркнуть, что здесь они не звучат как триоли. Это триоли относительно мастер-темпа. То есть мастер-темп дробится либо на 3, либо умножается на 3, либо на 4. Получается, соответственно, 16 триоли, 32 и так далее. То есть если вы будете синхронизировать эту драм-машину с внешними источниками ритма, например, по MIDI с DAW или с какими-то другими синтезаторами, то при помощи вот переключения вот этого вот переключателя вы будете получать как раз вот эти ритмические деления относительно мастер-темпа. Также здесь есть очень прикольная фишка, которую Behringer уже добавили, ее не было в оригинале. Это рандомизация паттерна. Нажимаем вот эти две кнопки одновременно, и машина генерирует абсолютно рандомный паттерн. Вот давайте побалуемся сейчас, попробуем несколько паттернов сгенерировать. Как вы слышите, постоянно что-то новое у нас генерируется. Возможно, некоторые паттерны не очень красиво и интересно звучат с музыкальной точки зрения, но некоторые точно вас на что-нибудь вдохновят. Еще одна классная фишка, которая здесь есть, которую добавили Behringer, ее не было в оригинале, это Last Step. Нажимаете эту кнопку и выбираете любое количество шагов вашего секвенсора, может быть даже нечетное количество. И это позволяет вам делать какие-то сложные ритмические ломаные размеры. Но, к сожалению, опять-таки эта функция работает абсолютно на все одновременно дорожки, то есть независимо эти дорожки изменять нельзя. Давайте проверим. Но еще один очень мощный апгрейд по сравнению с оригиналом, который добавили Behringer, это, конечно же, секция дисторшена. Здесь у нас, собственно, включатель on-off, переключаем дисторшн, и ручка непосредственно количество дисторшена, ручка тона, ну и громкость дисторшена. И давайте попробуем поэкспериментировать с дисторшеном теперь. Еще одно новшество, которого не было в оригинале, это вот этот небольшой Patch Bay, который состоит из 5 гнезд мини-джековых для синхронизации этой драм-машины с модулярными синтезаторами, которые сейчас стали очень популярными. Здесь у нас есть вход и выход для клока. Дальше у нас есть выходы low-тома и high-тома, то есть низкого-высокого тома, которые можно использовать в качестве триггер-секвенсора для того, чтобы что-то секвенцировать на внешнем модулярном синтезаторе. Ну и также выход на наушники. Ну и несколько интересных новшеств у нас есть на задней панели. Ну, естественно, это основной выход и также 6 отдельных выходов для каждого из инструментов, либо для пар инструментов, как, например, открытый-закрытый хэт.
И фишка этих выходов в том, что когда вы втыкаете сюда джек, они автоматически изымаются из общего микса. То есть, по сути, вы эту драм-машину можете писать поканально. Дальше у нас здесь есть вход старт-стоп. На самом деле это триггер-инпут для запуска и остановки драм-машины. То есть вы можете подключить сюда, например, фут-свитч и ногой запускать и останавливать драм-машину. Это очень может быть полезно для аккомпанемента себе, если вы, например, играете под гитару и поете, и хотите играть с драм-машиной. Дальше у нас MIDI-in и MIDI-out для подключения и синхронизации с внешними синтезаторами из DAW. Ну и USB вход для подключения к компьютеру. У Behringer есть приложение, которое позволит вам сбрасывать и закачивать паттерны, их бэкапить, редактировать, ну и также настраивать MIDI-канал и другие делать настройки. Хочется в конце поделиться своими мыслями. Ну, во-первых, плюсы этой драм-машины. Главный плюс — это, конечно, то, что она очень достоверно воспроизводит звуки легендарной 606-й драм-машины, плюс здесь добавлены несколько новых фич. Это и клэп, клэпа в оригинале не было. Это и дисторшн, и патчбей. То есть функционал значительно расширен, и это действительно здорово. Из минусов она, конечно, очень сильно уступает всем современным драм-машинам в плане перформанса. Ну, во-первых, здесь, конечно, очень тупой и дубовый секвенсор. Невозможно делать полиритмы, невозможно делать какие-то сложные биты. Длина секвенсора тоже весьма ограничена. Нету рандомизации параметров секвенсора подорожечно. То есть нету вот этих вот перформанс-ориентированных фишек, которые есть на многих похожих и аналогичных драм-машинах. Также здесь нету мьютов. Если вы, например, хотите быстренько убрать какой-то инструмент для ямы, например, убрать бочку, вам придется крутить ручку громкости, и, в принципе, это неудобно. Кнопки мьют, они всегда для перформанса гораздо удобнее. Еще один минус — это здесь абсолютно нету никаких параметров для саунд-дизайна, то есть вот звуки, какие они есть, уже прописаны, такие они и есть, то есть вы их менять никак не можете. И, по-моему, это тоже такой достаточно большой минус. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч. Увидимся. Вот, главное не оговориться. Роланд. Ты верни телефон себе на стол, что там, на край его положи, его там не видно. А мне только вот это. Только это уточнить. Еще раз? Угу.